Презентация продуктов Made by Google очередной год подряд происходила в Нью-Йорке. И если у Apple это такое пафосное шоу, где все темно, освещается только сцена, то у Google это абсолютно противоположная ситуация. Светлый зал, непринужденная обстановка, такие же параллели можно привести и в продуктах компании, кстати. На сцену в очередной год выходит Рик Астерлох, это глава подразделения Made by Google. Как и на всех подобных презентациях, Рик дал речь о том, как их продукты меняют мир и делают жизнь людей легче. И сразу же первый анонс после всех этих речей – это запуск Google Stadia, который состоится 19 ноября. Играть в игры можно будет и на Pixel, и на телевизорах через Chromecast, и в браузере Chrome. После этого анонсировали первый хардверный продукт Google – это новые наушники Pixel Buds. Причем компания не называет их второй версией, а просто Pixel Buds. Из кратких особенностей: вы можете находиться в 3 комнатах или даже за двором от телефона, а Pixel Buds каким-то образом все равно будут соединены со смартфоном. Автономность обещает до 5 часов прослушивания музыки и 24 часа вместе с кейсом. Также Pixel Buds могут анализировать окружение вокруг и автоматически регулировать громкость музыки. Продажи начнутся весной 2020 года по стоимости $170. На самом деле толком абсолютно ничего не рассказали, ждем подробностей в следующем году. Рик еще рассказал пару слов о том, как Google заботится о безопасности пользователей и природе, и что они инвестируют в очередной раз $150 миллионов в возобновляемую энергию. Следующей на сцену вышла Иви, и она в очередной раз сказала, как Google заботится и о природе, и о выбросах, и анонсировала, что со следующего года все Nest продукты будут производиться из переработанного пластика и других материалов. Следующий новый продукт – это Pixelbook Go. Всего есть 2 цвета – это Just Black и Not Pink, которые взяли от прошлогоднего Google Pixel 3. Из кратких особенностей это всего 13 мм в высоту и обещают автономность в течение всего дня вплоть до 12 часов работы. Из интересного это запатентованная технология бесшумной клавиатуры, ну и по комплектации все достаточно стандартно. Это Intel Core M3, i5 либо i7, 8 ГБ либо 16 оперативной памяти. И по объему также это либо 64, 128, либо 256 ГБ SSD диска. Стоимость Pixelbook Go начинается от $649 в комплектации с Intel Core M3. И опять же напомнили, что Google очень сильно беспокоится о privacy, и начиная с прошлого года они сертифицируют всех своих партнеров по стандартам Google, чтобы все было конфиденциально и все ваши данные не утекли к каким-то третьим лицам. И сразу же после этого анонсируют третий новый продукт, это Nest Mini. Это продолжатель оригинального Google Home Mini. Визуально старая и новая версия абсолютно не отличаются, разве что добавили дырку в новую версию для того, чтобы ее можно было вешать на стену. Обещают улучшенные динамики и стоимость от $49. Если что, можете посмотреть мой обзор о Google Home Mini, чтобы понять, что это такое, если по какой-то причине не в курсе. Четвертый новый продукт – это обновленный Wi-Fi роутер. Наконец-то его ждали достаточно долго. На секундочку, оригинальная mesh-система Google Wi-Fi стала самой продаваемой в мире. Всего будет 2 версии – сам основной роутер и дополнение для увеличения сигнала. В фирменном приложении можно настроить и интернет, и использование роутера как угодно. И самое прикольное, что в роутер встроили Nest Mini. И по сути это 2 в одном. Достаточно таки прикольно. Стоимость нового роутера Nest Wi-Fi начинается от $269 за роутер и расширитель, а также будет еще версия с роутером и 2 расширителями за $349. И вот на сцену выходит Сабина и начинает рассказывать о новом Pixel 4. И в ее голосе даже чувствуется небольшой сарказм, когда она говорит, что сейчас мы будем удивляться новинке. Ага, конечно. Итак, Pixel 4 – это первый смартфон с сенсором движений. Также в Pixel добавили самый быстрый сканер лица по заявлению Google. С сенсором движений можно управлять музыкой, сбрасывать звонки, будильники просто обычным смахом руки. Причем телефон понимает, когда ты махаешь рукой именно для управления, а когда проводишь рукой просто так. Все анализируется и управляется прямо на смартфоне и не передается ничто на сервера Google. Обновленный Google Assistant. Можно управлять телефоном в прямом смысле этого слова через обычный разговор, как будто вы просто попросили другого человека что-то сделать. Это стало возможным благодаря тому, что Google сжали всю информацию для распознавания голоса с облака и перенесли ее на смартфон, который весит всего 75 мегабайт на секундочку. К сожалению, не анонсировали, будет ли это работать на других языках, кроме английского, но, как говорится, будем ждать. Также показали новое приложение, это диктофон, вроде бы чего тут нового, но прикол в том, что он в реальном времени может расшифровывать то, что ты записываешь. В поиске приложения можно даже искать специальные слова во всех записях, все это работает на телефоне без помощи интернета.
Также немного рассказали и про дисплей в новом Pixel 4. Так вот, эксперты признали его лучшим на рынке и вот так буквально вскользь упомянули, что обновление дисплея будет в 90 Гц, как будто бы это какая-то мелочь. Всего будет 3 цвета, это белый, черный и Oh So Orange или О такой оранжевый. Стоимость от $799 за минимальную комплектацию, и в США его впервые можно будет купить у любого оператора связи. Обычно про стоимость объявляют в самом конце, но Google не была бы Google, если бы не сделала все по-своему. И вот после анонса цены они начали рассказывать про камеру, потому что на самом деле камера — это то, что и все ждут в этом смартфоне. Так вот, по поводу камеры. Это первый Pixel с двойной камерой. До этого они использовали только один сенсор. И вот камеру вышел презентовать сам Марк Лерой. На секундочку, это тот человек, который ответственен за Google камеру и, в общем-то, то, что мы больше всего любим в смартфонах Pixel. Pixel 4 добавили телефотосенсор, который может выдавать невероятнейшие результаты в связке с Super Res Zoom технологией. Вот пример того, что Pixel 4 способен сделать. Неужели это первый достойный конкурент Huawei P30? Ну, собственно, посмотрим уже по детальнейшим тестам. Новая функция в Google камере — это Live HDR+. Теперь на дисплее смартфона будет отображаться картинка практически такой же, которую вы получите и в результате. То есть не нужно будет гадать, какая она получится, понижать либо повышать экспозицию. Собственно, спасибо искусственному интеллекту за это. И вот самая крутая функция, которую анонсировали, это Dual Exposure Control. Можно менять экспозицию светлых и темных участков по отдельности. Вот это на самом деле просто невероятнейшая вещь, очень помогает фотографии. Также завезли обновленный баланс белого, теперь в нем задействован искусственный интеллект. И, например, если до этого по какой-то причине, например, снег мог получиться либо синих, либо желтых оттенков по разным причинам, то теперь камера понимает, что снег — это снег, и его нужно сделать белым. Либо же вы делаете фотографию, где все вокруг освещено синим цветом, и вот камера снова понимает, что перед ней стоит человек, и ему нужно сделать человеческую кожу, а все остальное оставить так, как есть. Это очень прикольно. Обновили портретный режим, теперь это не только софтверная обработка, но и взаимодействие двух камер достаточно очевидно. С помощью этого можно будет делать портреты больших объектов, а сам финальный результат портретной съемки будет намного лучше, нежели чем это было в предыдущих версиях Pixel. Также не забыли и про Night Sight, его обновили в этом году, и теперь здесь появилась астрофотография. С помощью нее можно делать фотографии целых звезд, например, Млечного Пути, всего лишь со смартфона. Это, конечно, впечатляет. Также Night Sight теперь анализирует еще лучше светлые и темные участки на фото и не делает яркие участки слишком светлыми в итоговой ночной фотографии. С помощью технологии Night Sight, как сказала Google, они обогнали DSLR-камеры в ночной фотографии, и со смартфона вы получаете лучшие ночные снимки, нежели чем с профессиональных фотоаппаратов. В целом, презентация на самом деле получилась очень скучной. Много разговоров о высоких ценностях и очень мало про сами продукты и примеров их применения в реальной жизни. Многие знают, что Pixel 4 оказался самым сливаемым смартфоном за все время, и с этим нужно что-то делать. Не сказали вообще практически ничего нового, все было известно заранее. Сама презентация, если что, шла всего 1 час. И если Google правда хочет делать успехи в железном секторе, то нужно как-то серьезнее к этому относиться, хотя бы делать интригующие профессиональные презентации, не говоря уже о сливах за 1,5-2 месяца до анонса продуктов. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если что, отвечаю сразу заранее на вопрос, я не буду себе брать Pixel 4, потому что у меня уже есть iPhone, ну и, собственно, денег у меня тоже лишних не так много. И небольшой совет для тех, кто все-таки собирается покупать Pixel 4, я бы вам рекомендовал все-таки покупать его в наших странах, хотя бы с гарантией от магазина, где вы его покупаете. После моего опыта с Pixel 2 я теперь буду всегда об этом говорить, всем напоминать, может быть, конечно, это уже надоело, но тем не менее я считаю, что лучше перестраховаться, нежели чем потом остаться с голой жопой. Ну и в общем-то ждем, когда Pixel 4 появится на рынке и энтузиасты перенесут его камеру на другие смартфоны, и, собственно, все будут радоваться, как и всегда. Ну, в общем-то, увидимся в следующих видео. Как обычно, всем удачи, всем пока.